Привет. Многие из нас любят электронную музыку, но многие ли задумывались о том, как она будет звучать при невероятно быстром темпе? Сегодня мы разберем айсберг, направленный на тему отдельного поджанра, который как раз и имеет такое быстрое звучание. От 300 ударов в минуту, или же BPM. И это число может идти хоть до бесконечности. Такая музыка была первой, которую я стал слушать на постоянке в 13 лет, и она настолько понравилась, что я кайфую от нее буквально каждый день. И очень увлекаюсь этим жанром. Даже внес небольшой вклад в комьюнити. Сначала взял дискографию на популярного спидкор исполнителя Кабарио, не без помощи моей подруги, конечно, спасибо ей огромное за помощь. А теперь айсберг, который поможет дать базовое понимание жанра и некоторые интересные факты. Кстати, его мы разрабатывали скромной компанией. Я, Роман Маркобецкий, Грустный Смайлик, Кешью, Киви, Зеткиллер. И я очень хочу поблагодарить их всех за помощь. Давайте же приступать к разбору. Уровень 1. Поднебесье. Давайте начнем с самой базы. Происхождение жанра. Спидкор, стиль электронной музыки, экстремальная форма хардкора. Впервые появился в 90-х годах в Германии и вскоре распространился по всему миру. Особенностью является большое количество ударов в минуту, начиная от 300 BPM. И да, к слову, у обычной привычной нам попсы темп примерно 120 BPM. Также спидкор зачастую имеет агрессивное и жесткое звучание. Идея протеста коммерционной музыки. Олдскульные исполнители спидкора зачастую стремились сломать стереотипы о стандартах музыки, а некоторые, более экстремистские авторы вообще шли против мейнстрима и сэмплировали отрывки из популярной поп-сцены, а затем ремиксовали их в спидкор. Хоть это все делаю с целью порофлить, постебаться, но со временем спидкор стал реальным жанром, который любят люди из всего мира. Сплиттеркор, гипертон. Поджанры, которые особенны тем, что в отличие от дефолтного спидкора имеют уже настолько быстрый темп, что сначала между ударами заметна мельчайшая разница, а потом и вовсе бит сливается в один звук. Начинается от 700 BPM и идет хоть до бесконечности. Чем выше скорость, тем готовее название поджанра. Так, сплиттеркор идет от 700 до 1000 BPM. Экстратон от 1000 до 15 тысяч BPM. Супертон от 15 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч BPM. А почему, кстати, именно это число? Да потому что, разделив на 60 секунд, мы получим 20 тысяч ударов в секунду, а человеческое ухо как раз воспринимает до 20 тысяч килогерц. Ну и последний жанр – гипертон, от 1 200 тысяч BPM до бесконечности. Разницы между ударами вы уже гарантированно не услышите, в этом есть его прикол, собственно. Спидкор в ритм-играх. Сам жанр спидкор своей концепцией быстрого ритма очень подходит под сложные и интенсивные уровни в ритм-играх, типа Осу, Битмания, да и вообще любой другой. Стоит дополнить, что некоторые треки пишутся специально для официальных коллаб с ритм-играми. Например, Royal Judgment от Кабарио был написан специально для игры Sound Voltex. Мэшкор. Жанр, очень напоминающий мэшапы, но если в мэшапах создания обычно порофлит над звучанием, то в данном случае трек пишется больше ради того, чтобы постебаться над оригиналом. Обычно состоит из сэмплов, взятых из любых других треков, из ремиксованных больших BPM, но также мэшкор может быть и другими жанрами, например, брейкором. Уровень 2. Верхушка айсберга. Спидкор с участием вокалоид. В некоторых спидкор-треках как вокал использовался голос вокалоидов, например, в No Offense You спидкор от DJ Kurara. Мне, кстати, довольно нравится такая комбинация. Японский спидкор или же J-Core. Стиль спидкора, который пишут японские исполнители и диджеи. Зачастую его особенностью является постоянное использование синтезаторов в треках. Но в целом сильных отличий, кроме расы исполнителя, тут и нет. Дэнскор
Вы скорее всего думали, что под спидкор никак не проявишь, либо эти движения будут выглядеть как конвульсии. Но знали ли вы, что на самом деле есть отдельный поджанр, направленный на возможность реализовать свои хотелки насчет танца, даже под настолько быструю музыку? BPM в диапазоне чисел пасхалок. Большинство из нас любят те самые популярные числовые пасхалки 42, 69, 1337, кстати, к слову, напоминаю про мой канал. Так как много из них находится как раз таки в диапазоне на числовой прямой от 300 до бесконечности, что соответствует темпу спидкора, то это дает возможность писать музыку в такой же скорости, что некоторые исполнители сделали. Например, альбомы XXX Over. И 777 Over. От Psychophilth Records, название которых и говорит нам BPM треков, которые содержатся в них. И прикольно вот, кстати, то, что они тематически связаны с этими числами. Например, в альбоме XXX Over треки имеют пугающий и мрачный стиль. А ты что делаешь? Ничего, скучаю, убиваю. Бывает. А в 777 Over содержат звуки, связанные с казино, и написаны в довольно радостном тоне. Лейбл Psychophilth Records. Популярный японский лейбл, записывающий хардкорные жанры, а в основном спидкор, и его особенность заключается в том, что у них есть маскот в виде прикольного существа женского пола. Я, кстати, даже не знаю, как ее описать, сами посмотрите. А имя ее неизвестно. Но среди фанатов она получила прозвище Психочан в честь названия лейбла. А ее дизайн получился настолько прикольным и запоминающимся, что в итоге этот маскот стал неким символом всей спидкор-сцены. Она, кстати, реально крутая, вообще чекните. Другие символы спидкора. Также, говоря о менее известных ассоциациях фанатов с данным жанром, можем вспомнить синеволосую девочку с обложек альбомов MIDI, о которой вообще почти что ноль инфы. Маскота лейбла хардкор Танаси Дороси, цепляющую своим дизайном, который на 95% состоит из красных и белых оттенков, а также которая используется в некоторых ритм-играх типа RKA. The Quick Brown Fox, одного из алясов исполнительницы MSX, от лица которого постится 90% ее спидкора. Ну еще и изредка видел, что основного аляса Кабарио тоже связывается с спидкором. Уровень 3 мелководье. Лоликор. Очень похоже на мышкор жанр, но отличительной чертой является сэмплирование именно всяких фраз, слов, звуков, стонов и так далее из аниме, либо вообще других песен, ну типа с аниме стилем, вот за эти Caramel Dance, ну все такое. Спидкор аранжировки на Тоуху. Да, этот многосторонний фандом не обошел стороной даже спидкор. Делали очень много быстрых ремиксов на ост или фанатскую музыку на эту серию игр. Спидкор мероприятия в реальной жизни. По спидкору проводилось огромное количество сходок, таких как концерты, тусы и просто фанатские кружки. Одних из них сливы фрики в говно корчат рожи, на других чел ловят эйфорию от крутых звучаний и становятся одним единым с ритмом. Я всегда безумно хочу на таком побывать. Использование спидкора в аниме. К сожалению, мне удалось не лишенное появление спидкорной музыки в аниме, а было оно в Ранобе, да, паук и что же. И она используется как эндинг. Также этот отрывок сопровождается вокалом главной героини, которая ебашит настолько быстро, что может посоревноваться с Эминемом. Ремикс на Born Sleepy. Born Sleepy — это трек в жанре техно, который был исполнен в 1996 году группой Underworld. И походу он настолько понравился спидкор комьюнити, что на него вышло аж 2 версии в поджанрах спидкора. На 680 BPM и на 680 тысяч BPM. А почему, кстати, именно этот трек так полюбился? Никто не знает. Но из всех треков моя любимая вариация на 680 BPM. Chaotic Speedcore.
Поджанр впервые написан японским музыкантом Кварио. Особенность заключается в том, что ритм постоянно меняется на протяжении всей песни, и вместе с темпом, с тембром, ладом, да и другие жанры музыки, кстати, тоже добавляются иногда. Например, дабстеп, псай-транс, рок, металл и так далее. А вообще любые другие можно добавить. Полскокор или полкор. На этом поджанр спидкора, являющийся слиянием чего-либо с большим BPM, не кончаются. Этот жанр держит акцент на добавлении польских фраз, а зачастую имеющих былую популярность в 10-х годах мемов с курвобобрами, ну и все такое. Отсюда как раз и пошло название жанра. Основными представителями являются лейбл СКРД. Следующие слои будут озвучены моими друзьями. Привет, я Платон, подруга автора Айсберга. Следующий слой буду озвучивать я. Уровень 4, толще Айсберга. Penis Music. Да, та самая Penis Music, которую вы с большей вероятностью слышали во всяких старых мемчиках. На самом деле от той самой Emma Essex. Этот легендарный отрывок взят из ее трека Rubber Band, написанный от лица алиаса Джакл Квинстон. Annoying Ringtone. Несколько шотландских мужиков запустили прикольный спидкор-брейкор проекта Annoying Ringtone в 2007 году, но в 2018 в своем твиттере заявили об уходе. А жаль, крутой музон делали. Этимология экстратон. Экстратон происходит от слова экстрейтон, и скорее всего вы подумали, что экстра значит экстремальный или экстра в смысле дополнительный в переводе с английского тон. Но нет, на самом деле все намного труднее. С немецкого «экстрахерен» означает «извлекать», то есть экстратон можно перевести как «извлекать тон». Необычно, да? Флопток ремиксы. Некоторые спидкор-треки делали флопток-версии. Кто не в теме, это такой стиль ремиксов, имеющий былую популярность в ТикТоке в 21-22 годах. В котором используются сэмплы из песен JFA для замены некоторых битов и тому подобное. Первый спидкор. Одними из первых спидкор-исполнителей стали Моби, Киберсоник, Фризер Фринейшн. Одним из первых спидкор-треков, опираясь на информацию с интернета, Thousand от Моми 1992 года. Он, кстати, есть в книге рекордов Гиннесса как самый быстрый трек на то время. Еще есть несколько теорий, что спидкор появился уже в 60-х годах, но я не смог почти ничего найти. 18+ обложки. Нередко на спидкор-треках можно заметить обложки, содержащие контент для взрослых. Часто бывали случаи с шокирующими изображениями. В основном такие обложки ставили на старых релизах примерно до 2014-2015 года. А потом новые спидкор-треки все реже и реже содержали подобного рода темы. Здравствуйте, я Роман Аврокопесов. Я друг создателя этого айсберга и буду озвучивать следующий слой. Уровень 5. Глубь. BPM Mistake. Mistake. Жуткий сапитон трек, написанный в темпе 37054 BPM исполнителем Кабарио. Это число на японском означает «мина горущи», переводя на русский «резня», что довольно подходит к звучанию песни. Ostrand Hate System. Спидкор исполнитель с одним лишь альбомом и пара десятка треков. Даже несмотря на такую широкую дискографию, он давал несколько живых мероприятий. Его треки можно описать как очень темные и жестокие, иногда так необычно. К тому же, часто юзают как в песнях, так и на концертах сэмплы из культовых фильмов и триллеров. Например, «Реквием по мечте», «Константин Повелитель тьмы», «Оскар». Он был активен с периода с 2005-2013 года, а потом остановил данный проект. The Tennessee Community. Комьюнити J-Core лэба Hardcore Tennessee, пожалуй, самая активная среди других спидкор лэбов на протяжении уже довольно долгого времени. В 2021 году их фанаты на Discord-сервере сделали довольно прикольный копипаст, основанный на участников самого лейбла и их разных приколов типа синхронных песен и так далее. И не найду оригинал, поэтому держитесь скринит Reddit. А потом на него сделали даже рофл-видео, которое будет довольно прикольным и хаотичным. Suicide Core.
Поджанр с темпом в районе 1000 или 1000 BPM, особенностью которого является крайне жестокое звучание и моральные посылы. Название говорит само за себя. Первый гипертон трек. Еще помните, что такое гипертон? Это музыка с темпом выше 1 200 000 BPM. А что, если я скажу, что первый такой трек появился не очень уж и давно, а именно 28 октября 2013 года. Он был написан в качестве эксперимента немецким исполнителем Джастоном Ди. Надеюсь, я правильно прочитал. Автор решил назвать этот трек «Интродакция и деменция Хапертон», а его описание гласило «Simply the fastest track in this galaxy», что значит просто самый быстрый трек в этой галактике. И на тот момент это было правдой. Альтернативное разделение по BPM. В данном пункте я не могу много что сказать, ибо информацию крайне трудно искать. Но секретами особенностей звучания и по определенным BPM подключайте эти жанры, то есть то, что я смог найти. Гипертон, Текстон, Сабтон, Suicide Core, который я уже упоминал, Vortex Speedcore. Всем привет, меня зовут Negative Seven, и я буду озвучить 6-й слой айсберга. Уровень 6. Темные воды. Спидкор от Aphex Twin. Мало кто знает, но у легенды электронной музыки Aphex Twin было несколько записей спидкор музыки, в основном на живых концертах. Лейбл Madnapping Records. Madnapping Records — это единственный лейбл в СНГ, занимающийся только исключительно спидкором, но последний релиз, к сожалению, был в 2021 году. Спидкор от Лида. Наш слоняра Колян Лида Что влюбятся, блядь? Влюбятся нахуй! тоже делал в своем роде спидкор. Но даже если конкретизировать, то скорее всего сплиттеркор. А трек называется Еванина. Правда, с большим BPM, лишь 28 секунд от песни. А все остальное это, блять, бочка, бум-бам, типичная рэп-песня, короче. Но на самом деле этого тоже достаточно. New Year of Death 2020-2012. Альбом New Year of Death 2020 был выпущен лейблом Psycho Filth Records 31 декабря 2019 года, в честь Нового года. И вот вообще сначала посмотрите на название и потом вспомните, что происходило в 2020 году, блядь. Смертельный вирус, который распространился на весь мир, но даже я им болел. Бесчисленные пожары, катаклизмы, катастрофы, аварии и прочая хуйня. Кстати, еще они выпускали альбом с подобным названием в 2012 и 2017 годах. Ну а что было в 2012 году? Правильно, предполагаемый конец света. Но в 2017 ничего такого и не было. В общем, 3 выстрела и 2 попадания. Может быть, они что-то знали? 8-часовой спидкор. Трек от Night от Диабархи — это один из самых уникальных спидкоров за все время. С особенностью длины аж 8 часов, блядь. У меня просто нет слов. Я даже не думаю, что есть более длинные хардкорные треки. И да, также ранее у этого исполнителя выходил трек на 3 часа под названием Мариана Тренч. Который лично мне намного больше понравился, потому что с каждой секундой темп все растет и растет, ну что как бы погружает нас в бездну Марианской впадины все глубже и глубже. То есть Диабарха сделал идеальную репрезентацию сути трека через название, ну это, блядь, гениально просто. Привет, я Алексей Квартира, еще один друг автора, и вам придется терпеть мой голос весь следующий слой. Уровень 7. Дно. Lost Media. Этот термин не обошел стороной спидкор. Lost Media треки есть практически у всех исполнителей на спидкор сцене. Lost... Бедный Гоша, ему вот это обрезать все. Lost Media треки есть практически у всех исполнителей на спидкор сцене. Некоторые из них уже были найдены. И автор, кстати, этим поиском тоже занимался во время создания дискографии на Кабарио. Шокирующие изображения от Кабарио. По словам друга Кабарио Низикавы, который вроде как исполняет хардкор, наш любимый Япошка по неизвестным причинам выкладывал на свой личный блог изображения с расчленениями и прочими шокирующими темами. Якобы из-за этого при поиске Кабарио в инете высвечивались треды неприятного содержания на 2Ч, которая не наша, а которая японская платформа. See you in the land. В 2016 году интервьюер Клайв Мартин на очередном интервью опрашивал некоторых исполнителей в жанре Dutch хардкор, то есть голландский хардкор. Один из них, Press Terror, для справки, это по совместительству еще один из самых экстремальных экстратон исполнителей, отвечал довольно харизматично на все вопросы и постоянно говорил рафляные фразы, используя в них звук «др», как типа бит экстратона. Например, я ввожу «др» в свою руку через шприц.
Напоследок сказал «Пока, увидимся в Дррландии». The wrench in my arms. It's for showing the people I put in my arm. Goodbye, world. See you in the Drland. Спидкор комьюнити кекнула с такого интервью и сделала из звука сэмпл и заремиксовали его с участием нескольких песен. Hey. Lovely to meet you. Yeah, nice to meet you too. Прикольно, да? Но по звучанию понятно, что это сделали больше, чтобы постебаться над оригиналами. Ах, лол, вот так вот. Инцидент с Диабарха. У рандомного чела, который слушал Диабарху, однажды случился приступ эпилепсии. После этого Диабарха ставил дисклеймер в начале своих видео. Тоби Эрли Джессоп. Мне, как неисполнителю музыки, довольно трудно говорить об этом, но будь что будет. Есть на ютубе один человек с псевдонимом Тоби Ерли Джессоп. Судя по описанию его профиля, он страдает социофобией, аутизмом, СДВГ, бессонницей, а также недостатком витамина D. Самый здоровый исполнитель гипертона. Ну ладно, сейчас не про это. Он придумал одну из самых первых и эффективных тактик, которая предотвращает проблемы со считыванием всех этих невероятно огромных частот в программах для написания музыки. Описывать я ее не буду, так как это очень трудно и не мне об этом рассказывать. Также данный исполнитель внес огромный вклад в гипертон комьюнити, сделав огромное количество треков в этом жанре, большинство из которых с достаточно жутким звучанием. Ну и ушел он не на самой приятной ноте. По его словам, под последним треком End of an Era, содержащим ЕЕ плюс 1101 BPM, а это, к слову, если бы вы взяли 10 в степени 1101 и потом 10 в степени получившегося числа, слушатели чартов Яндекс.Музыки, как он такой, сука, все больше и больше исполнителей заменяли его и придумывали лучшие техники для написания гипертона. Да и сам уже гипертон казался скучным, но респект Чу за продвижение жанра. Привет, я Джихён, и я буду озвучивать самый глубокий 8 слой. Уровень 8. Бездна. Проблемы с сердцем у Миди. В 2019 году японского спидкор-исполнителя Миди обнаружили проблемы с сердцем. Так еще и после этого случился разрыв аорты, самой большой артерии. К слову, у него был шанс умереть в 80%, но он живет уже 6 лет после той новости, а значит, что он уже в дальнейшем, скорее всего, проживает нормальную жизнь. Долгих лет легенде. Фейковая смерть Noise Overdose. Сергей Нойзвер Галлахер, или же Noise Overdose, исполнитель многих жанров хардкора, в том числе спидкора, экстратона и так далее. В 2016 году он должен был провести вечеринку, которая, кстати, является отсылкой на того чела с интервью, который постоянно юзал в своих предложениях «дрр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 рrрrr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 r
Но что-то пошло не так, и буквально за несколько дней его сбила машина, от чего он якобы умер. Но да, этого на самом деле не было. В 2017 году он снова объявился на своей Facebook-страничке и сообщил, что жив. Инцидент с Эммой Эссекс, или же Лапфокс. Давайте подробнее о той Эмме Эссекс, которая уже неоднократно упоминалась в видео ранее. Ее реальное имя Дэйв Ремлер. Она же является трансфемфури-исполнителем спидкора. Написала одни из самых популярных спидкор треков типа The Big Black. Приступим к сути пункта. Инцидент заключается в том, что примерно 15 лет назад она имела кучу партнеров, постоянно изменяла им, издевалась разными способами, абьюзила некоторых из них в сексуальном плане, с одним творила извращенные вещи, даже когда он спал. Есть неподтвержденная информация об изнасиловании, но лучше уж надеяться на то, что этого не было. Нацисты в спидкор-сцене. И без них в этом жанре не обошлось. Да, это мягко сказано, их было немало. Это довольно логично. Олдскульному спидкору свойственны темы ненависти, жестокости и так далее. Самым интересным экземпляром мне показался чел родом из Нидерландов, диджей Panzerfaust, он же Фронтлини, он же диджей Херри Чоппер. White revolution is the only solution. White revolution is the only solution. Если рассказывать вкратце, то изначально он занимался незаконными рейвами с музыкой жанров хардкор, спидкор, терроркор, нацистского содержания на своей родине. А из-за таких как он вообще изначально хардкор-сцену в Нидерландах всегда ассоциировали с белыми националистами. Да и ходили туда одни белые голландские подростки-нацисты. Потом различные коммерческие хардкор-диджеи и продюсеры приняли участие в так называемой концепции United Hardcore, которая была против всего этого зла, и тем самым они пытались донести правительству, что они должны перестать связывать хардкор с, так сказать, патриотизмом в гиперболизированной форме.
Ну и в общем, эта группировка запрещала белым нацикам посещать рейвы, поддерживали левые группы и организации. И уже вскоре они своего добились. А диджей Panzerfaust ушел в выпуск уже андеграундного хардкор-хауса для подобных себе не такусь. Гильна, или же Хильна, педофил. Хильна. Трансфем Фурии, исполнитель Экстратона, делала, так сказать, не самые лучшие вещи с подростком. После разоблачения ушла из музыки и удалила абсолютно все свои медиа. Информация взята с удаленного твита. Также она выпускала видео, где призналась, что у нее в Discord сервере хранится ЦП. Ну а что известно на данный момент, так это то, что она в отношениях с еще одной Трансфем Фурии исполнительницей спидкора Авакиси. Кстати, про что хочется сказать, но не хочется выносить это в отдельный пункт. На своем Discord-сервере они буквально засрали другого транса за трансгендерность. Вы можете себе представить, насколько это парадоксально? Фейковый суицид Такитён в 1999 году. Вот мы подошли к самому интересному пункту в данном айсберге. Такитюрн, он же Леонтид, ебанутый эмо, по большей части хардкор, техно, но еще и спидкор-исполнитель. Сейчас поясню довольно необычную историю. Пусть будет у нас рассказчица, назовем ее B1. Она была на готической вечеринке со своим кентом Майклом, который решил познакомить B1 с Такитюрном. По словам B1, у Леонтида уже тогда был разрушительный вайб. Он уже чуть не ударил B1, когда та сказала, что любит андеграундную музыку. Они вместе наделали кучу каких-то странных фоток, на которые я оставлю ссылку. Да и в принципе на всю историю, ибо я много чего интересного не сказал, ибо получилось бы эссе. Хоть оно и даже так получилось. Такитюрн, кстати, жил в те времена по очень странному закону. Сжигай то, что любишь, люби то, что сжег. Поэтому уничтожил нахуй все свои, к слову, 6000 записей, пластинок и так далее. Кроме своих, ну и пары любимых групп, но по его словам, так он обретал свободу. Вспомните цитату. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Точно. Особенно, когда он якобы уничтожил свое собственное тело. Ну ладно, к самому важному. B1 однажды набухалась со своими кентами, обкололась наркотой всех видов, и тут ей звонят по поводу Леонтида и говорят срочно ехать к нему с камерой. B1, не обдумывая, пошла, навернувшись с лестницы, села в первое попавшееся такси со своим дружком Ламасом, забрала ключи от квартиры хардкорщика, еле смогла открыть его дверь в нетрезвом состоянии и вошла. Повсюду был полный хаос, гниль, мусор, а самое главное — ванная комната. Включенный уже несколько часов порнофильм, и в центре труп Такитюрна в ванной, наполненной кровью, который поверг в шок B1 и ее друга. А пока ее дружок, который, кстати, был солдатом, ныл, B1 исполняла просьбу и сделала фотки на обложке посмертного альбома со всех сторон, попутно проклиная Ламоса за трусость. Она метафоризировала это так. Он держал руку у моего паха чаще, чем у пистолета. Но чувства на тот момент уже просто переполняли, и как итог — дереализация. Непонятная смесь бури чувств, адреналина. В общем, B1 не выдержала и убежала из дома ее мертвого кумира как можно быстрее. А теперь плот-твист. Это все просто выдумка. На самом деле он не умирал, но, господи, как же это было интересно читать и расписывать, вы не представляете. По словам Такитюрна с интервью 2018-го, он подделал смерть, потому что его задалбливали нормистные зомби-наркоши на французских хардкор-тусовках, которые ничего не понимают в более глубоком смысле художественного творчества музыки. Еще можно выделить, что в один момент ему в бошку ударили непонятные чувства, и он начал представлять себя участником террор-организации. Чувствовал в себе колоссальное желание все рушить. С его точки зрения, фальшивое самоубийство было пиком провокации, но и сделав это, он как бы высвободил все чувства. Это просто безумие. Но в принципе это было сделано в 90-х годах, поэтому давайте лучше поймем, что у всех в это время свои прибамбасы были. Че, вы уже небось подумали, что это все, да? А вот и нет. Время приступать к разбору всех пунктов, которые достойны упоминания, но не попали в айсберг, так как мы вспомнили про них лишь после его создания, а перемонтировать полностью видео для меня не вариант. Хайпертон или гипертон вики. Данный пункт будет в общем про гипертон. Почему я решил вынести этот пожанр аж в отдельный пункт? Да потому что я даже не особо причисляю его к спидкору. Гипертон — это больше как отдельный вид искусства. Буквально немного экземпляров с гипертоном мелодичны и их приятно слушать. Все остальное — битва за то, у кого получится больше BPM. Меня даже почти пугает этот жанр. У него есть очень маленькая комьюнити, но при этом даже так они создали гипертон вики. Там расписано то, чего вы больше вообще, вот я вам уверяю, нигде не найдете в интернете, это единственный источник. Например, поджанр гипертона, то есть Melodic Hyper.
тон, emotional hypertone, love tone, ультратон, как коретон, еафобу, акфил, что, бля, extreme hypertone, divine hypertone, surreal hypertone, акутон. Вот это вообще кому надо? Кто слушает этот высокочастотный белый шум даже без намека на хорошее звучание? Почему им интересно взять настолько высокий BPM, когда после определенного числа даже разницы уже не слышно? А вот никто и не знает. Ежегодный трек от Камелия. На каждый Новый год Камелия делает трек с названием Hello и число года. Мне эта идея показалась довольно интересной и уникальной среди других спидкор-исполнителей. Первый супертон трек. Первым супертоном оказался The Side of Dark от Диабархи, будучи написан 23 марта 2010 года. А если честно, то я вообще не ожидал, что Диабарх основал этот жанр. Listening to Speedcore turns you into a fucking idiot. Кабарус Фитиан ремикс. Речь пойдет не про сам трек, а про видео с субтитрами на почти что каждый бит в треке, сделанное в рофл фанатами. Вроде бы на весь жанр только одно, как раз это видео с субтитрами, но я не уверен, может быть еще есть. Трек Кабарио на каждые 10 тысяч подписчиков. Название говорит само за себя. Кабарио в честь каждой десятки тысяч сабов на своем YouTube-канале выпускал треки, названия которых связано с различным аппаратным обеспечением, а число в названии показывает нам BPM трека. Хоть у него 50 тысяч подписчиков на YouTube, но из-за своей лени он пока что сделал лишь 3 трека, один из которых вышел совсем недавно. Windows 10 тысяч, RTX 20 тысяч, HAL 30 тысяч. Кто не в теме, HAL — это слой аппаратных абстракций. Правда, я сам не знаю, что это, поэтому держите определение с Википедии. Уровень Марианы Тренч в Beat Saber. Вспомните эту трехчасовую песню от Диабархи Мариана Тренч, Барянская впадина, которая с каждой минуты все больше и больше погружает нас в ее глубь. Игроки в VR-ритм игре Beat Saber разделили на нее отдельный уровень, идущий на протяжении всей песни. Ладно, скажете вы, в каждой ритм игре свои impossible уровни, но что, если я вам скажу, что игрок Speedy 0248 реально прошел этот уровень? То есть он делал не самую легкую физическую активность на протяжении 3 часов, без перерыва, еды и воды, так еще и сохраняя концентрацию и внимание. Безумие, честное слово. Что же, давайте подводить итоги. Это мое самое первое видео и сразу же такое крупное. Я и не думал, что оно выйдет настолько большим, а также не ожидал, что мне помогут настолько много человек. Ребят, спасибо вам огромное. Я рад, что мне решили предложить свой вклад так много людей. А если после просмотра вам вдруг зашла тема спидкор музыки, то могу порекомендовать ознакомиться побольше с следующими исполнителями. Кабарио, Камелия, Love Sam Core, The Quick Brown Fox, May 1D, Annoying Rinklon, а также вы можете присоединиться к спидкор конфе, так как это одно из единственных на данный момент очень активных комьюнити по спидкору. Именно с челами с этой конфы я составлял айсберг. Я буду невероятно благодарен за любой фидбэк на данное видео, а также за подписку на мой телеграм-канал. Напоследок хочу сказать, что занимайтесь тем, что любите, потому что в процессе создания данного видео я понял, что без моей огромной любви к этому жанру у меня никогда бы не вышло сделать такой масштабный материал. Спасибо огромное за просмотр.